Ребят, всем привет, с вами Катя. Сегодня у нас очень необычное видео. Мы будем делать предсказания. Ну, как предсказания? Предсказания по макияжу. Поэтому, если вам интересно, что мне выпало и как, с помощью каких продуктов я сделала такой шикарный, прекрасный макияж, который мне невероятно идет и подчеркивает все мои достоинства. Просто... Что? Это красные губы так влияют на самооценку, понимаете? Они просто сразу ее поднимают куда-то туда. В общем, если вы хотите увидеть весь процесс, обязательно смотрите дальше, но перед этим не забудьте подписаться и приятного просмотра. Первое, с чего начнем, давайте выберем вариант макияжа, который я буду делать. Мне очень интересно, надеюсь, это будет что-то творческое. У меня есть вот такая вот колода, забыла слово, колода карт Таро от Rimmel London и Sally Hansen. Здесь, кстати, также есть в каждой карте описание, что она обозначает. Давайте я выберу. Так, ну, допустим, вот это. Ух ты, солнце. Так, мой макияж вот такой, солнце. Давайте посмотрим, что нам говорит описание, что мы должны использовать. Блин, вообще круто. Мне еще только такая корона нужна. Выглядит очень прикольно. Кстати, и тут есть еще расшифровка. Вы можете быть уверены, в будущем солнце придаст вам сил, чтобы вы видите опасения самые глубоко запрятанные страхи. Очень сейчас актуально в связи с наступлением Нового года. Типа, все будет хорошо. Не переживай. Ваш образ сегодня должен освещать дорогу тем, кто запутался в сумерках. Это я могу. Используйте ярко-красную помаду Rimmel Stay Satin и подводку тени Wonder Swipe голубого цвета для бликов в уголках глаз. Выглядит он очень необычно, потому что, во-первых, красные губы и вот этот цветной акцент голубоватый в уголках глаз мне тоже очень нравится. Я вообще, как я думаю, вы знаете, очень люблю такие варианты макияжа, которые просто... не просто обычные. Давайте еще глянем, что здесь вообще есть. Но мне нравится еще вот этот, колесо фортуны. Маг тоже очень прикольный вообще. О, такое фиолетовое. Ой, я люблю вообще вот эти вот все яркие оттенки. Остальное, в принципе, такое более-менее классика, нейтральное, мягкое. Вот, влюбленный тоже очень красиво. Это такой уже более арт какой-то макияж. Сила. Сила вообще просто в целом очень крутой образ. Так, ну, мой образ это солнце. И давайте приступим. Первое, естественно, что я буду носить, это праймер Face Studio Prime. Дурацкие крышки все время падают. И наношу на Т-зону. Выравниваем немножко кожу, которая у меня сразу покраснела. Чудненько. Тональная основа у меня будет вот такая вот от Rimmel, Match Perfection. Это оттенок 82 Fair Beige. Здесь что круто, есть, во-первых, SPF 20. Она отлично подойдет на лето. У нее очень классный запах, мне прям нравится. Такой огуречно-свежий какой-то. Ну, не сильно... огуречно-цветочно свежий. Не знаю, как... Я же мастер описывать ароматы. И плюс, что мне еще очень нравится в этой тональной основе, что у нее покрытие такое между легким и средним. То есть практически его не видно на коже, хорошо сливается, но при этом неплохо маскирует косячки на вашем лице. Блин, на лето вообще было бы самое то. Почему? Только сейчас она у меня появилась. Начиная от запаха и заканчивая текстурой и содержанием SPF вообще. Я, как всегда, чуть-чуть добавляю на те места, на которые мне нужно, где у меня больше всего каких-то покраснений. Это подбородок, нос, вокруг носа. Из-за того, что она вот такая не сильно плотная, она легко наносится кистью, в смысле не остаются вот эти вот полосы дурацкие, которые я ненавижу. Больше такой увлажняющий эффект.
Ну это круто. Сейчас у меня вообще кожа просто нереально сухая. Если раньше я пользовалась увлажняющим кремом, например, утром, утром, а на ночь пользовалась увлажняющим, но La Roche-Posay, который для проблемной кожи. Сейчас я им вообще не пользуюсь, я пользуюсь только увлажняющими кремами. Это вообще первый раз в моей жизни, чтобы вот так вот. Потому что кожа просто нереально высушенная, просто нереально. Хотя я пользуюсь увлажнителем, я имею в виду увлажнителем воздуха, сплю с ним, но у меня просто сохнет все, руки, губы, лицо, волосы. Я скоро превращусь в изюм. Поэтому увлажняющая тональная основа — это то, что надо для меня сейчас. Консилер Maybelline, тут уже осталось чуть-чуть, чуть-чуточки. Немножко синяки свои замажу. В принципе, все. Остальное лицо выглядит нормально. Проблема в области под глазами. Как обычно и бывает в этот осенне-зимний период, начинаются вот эти вот адские синяки. Пока припудривать ничего не буду, дальше лицо оставлю в таком виде, в каком оно сейчас есть. Давайте перейдем к макияжу бровей сначала. Брови у меня будет вот такая вот тушь от Maybelline. Brow Drama, я уже про нее много раз рассказывала. Мне кажется, я уже больше года, наверное, ей пользуюсь. Я немножко привела свои брови в порядок, в плане подстригла, подвыщипала. Я, кстати, все это делаю сама, и когда они сами по себе выглядят более-менее нормально, я их укладываю только тушью. Когда уже там начинается такая проблема, что типа они там где-то отросли побольше, где-то поменьше, где-то еще что-то, мне приходится их корректировать карандашом. Так, в целом, я, конечно, это не очень люблю, потому что в любом случае с карандашом как-то они выглядят, ну, как нарисованные, да. Вот, теперь возьму вот такую вот палетку от Rimmel Magnifies Color Edition. Так, здесь идет кисточка. Кисточку я сразу откладываю. Основной макияж глаз будет таким натуральным в коричневато-золотистых оттенках. Акцент будет только на внутреннем уголке, как мы помним. Надеюсь, мы помним. Возьму вот этот вот оттенок, такой золотистый. Вообще хочу использовать вот все вот эти вот 3 золотых оттенка, чтобы немножко сделать объем на глазах. Основным у меня будет вот такой вот средний. И нанесу его на все веко до складки. В складке растушевываю. Блин, очень красивый оттенок, кстати, очень хорошо растушевывается. Такой вот для повседневного макияжа я вообще выбрала идеальный. То есть он не яркий, но очень хорошо подчеркивает глаза. Оттенок, который рядышком, который более темный, я также набираю на эту кисточку. И уже буду наносить ближе к внешнему уголку. Чтобы немножко как бы добавить объема. Просто вот буквально совсем немножко. Так, теперь беру самый светлый оттенок. И его уже наношу ближе к внутреннему уголку. Самый светлый я имею в виду из 3 наших золотистых. Кисточку уже поменьше. Просто чуть-чуть вообще, как такой немножко акцент. Блин, вообще вот эти все 3 оттенка очень классные, очень просто. Я уже давно не делала макияж именно в таких коричневатых, сияющих именно оттенках, поэтому я просто прямо понимаю, что я соскучилась по нему. Средний оттенок, который основной у нас был, растушую немножко вдоль линии роста нижних ресниц, потому что я там ресницы не крашу, но немножко, чтобы макияж был более завершенным, добавляю тени, иначе получается совсем сильный контраст, такой яркое верхнее веко, а нижнее вообще без всего. Честно, я бы и так оставила. Но давайте добавим наш акцент. Там используется какая-то, по-моему, подводка сияющая, но поскольку у меня ее нет, я буду использовать тени. Так, нанесу во внутренний уголок, естественно, вот этот вот самый яркий такой цвета неба оттенок. Ну да, с другой стороны, логично, солнце же. Там небо, оно где-то рядом. И наношу прям внутренний уголок глаза. И как следует растушевываю. И сверху, чтобы добавить сияние, нанесу немножко оттенок золотистый, который у нас был во внутреннем уголке глаза. Прямо поверх этого.
потому что он такой легкий, совсем нейтральный, больше добавляет именно блеска. Ну что, вот такой макияж глаз получился, вообще просто я в восторге. И уши мои тоже, которые торчат. Давайте завершим макияж лица. Для этого возьму бронзер от Dior, естественно. Немножко добавим на скулы. Солнце у нас должно быть такое теплое, но у нас макияж в таких коричневых, тоже теплых оттенках очень к этому располагает. На самом деле для зимы макияж самое то, чтобы немножко, так скажем, реально солнца, тепла добавить лицу. И чуть-чуть нос. И вот так пройдусь немножко здесь по щекам и в целом по лицу. Остатками, ничего уже не набираем. Румяна будут мои любимые Gold Rush. У них потому что тоже такой золотистый шиммер. Боже, как они пахнут. Мне кажется, вот эта тональная основа вместе с этими румянами в топе по запахам косметических средств. Точнее, именно которые такие декоративные для макияжа, которые я вообще пробовала. Просто какой-то... Хайлайтер Jennifer Lopez и Inglot. Мы же солнце, мы должны сиять. Нанесу на скулы. Только хотела сказать, что сильно много хайлайтера наносить не буду, но, как обычно, не особо вышло, поэтому просто постараюсь его как следует растушевать. Над верхней губой также. И на центр. И середину вообще всю спинку носа нанесу. Точнее, не нанесу, а растушую. Основной акцент на центре и растушевываю по всей длине носа. Так, я, короче, добавлю немножко консилера под глаза. У меня уже не первый раз такое в последнее время, что когда я накрашу глаза, ну, в целом накрашусь, мне кажется, что мои синяки под глазами становятся более заметными. Я не знаю, что это вообще за магия такая, но... Мне это не нравится. Очень странно. Либо создается такой эффект на фоне всего лица, либо, не знаю. Короче, какая-то проблема с синяками. Ну и переходим к макияжу губ. Сначала прорисую немножко контур карандашом. Карандаш у меня от Essence. Это оттенок 14, Femme Fatale. Никогда его не использую самостоятельно, как другие карандаши, а только для того, чтобы прорисовать контур губ, когда наношу красную помаду. Помада у меня от Rimmel, Stay Satin. Кстати, очень крутые помады их. Я вообще очень люблю матовые такие сатиновые помады от Rimmel. Раньше у меня, кстати, была практически целая коллекция матовых помад Rimmel. И мне очень нравились. Это, кстати, оттенок, я не сказала. Radical. Блин, офигенный оттенок. Просто. Я сказала, что я не пользуюсь вот этим карандашом, никогда полностью не закрашиваю губы. Потому что это теплый красный оттенок, и от него у меня очень желтятся зубы. Поэтому я им обвожу только контур, чтобы просто наметить его, чтобы не выходить за него. А вот помада вот эта офигенный просто. Офигенный оттенок. Вот такие холодно-красные оттенки я, конечно, обожаю. Потому что теплые совсем не мое. Я бы не сказала, что у меня какие-то желтые зубы, они в принципе нормальные, но иногда можно так подобрать помаду, что они будут выглядеть просто ужасно. Итак, вот такой макияж получился, просто мега крутой. Во-первых, мой абсолютный фаворит это вот эта помада красная. Я просто настолько давно не пользовалась красной помадой. Я вообще так рада, что я вытянула
вот эту вот карту солнца, потому что, во-первых, я давно не использовала такие бронзовые оттенки, бронзово-золотистые. И я вспомнила, как красиво с ними выглядят глаза всегда. И плюс вот эта помада, она вообще просто супер бомбовая. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. А мы увидимся с вами в моих следующих видео. Пока-пока!